Всем привет, здравствуйте, меня зовут Илья, это канал Изучаем C++ вместе, и мы продолжаем заниматься по книге Стивена Прата, и это наше второе занятие по данной книге. Если не смотрели первое занятие, то обязательно по ссылочке в описании переходите и смотрите, а если смотрели, то, как говорится, большие молодцы, и сегодня мы с вами продолжим нашу первую главу и наше такое введение в язык C++, и вот это вот все, потому что, начали новую книгу, да, поэтому... Много говорить здесь особо-то и не приходится, как говорится, не забываем ставить какую штуку я сделал, лайк и подписываться на канал, потому что напоминаю, что за последние 28 дней с подпиской мой контент посмотрели 64% и 0,7% зрителей, в общем, это рекорд. Это рекорд, это круто, я вас с этим поздравляю, но наш с вами челлендж 70%, поэтому поехали, нажимайте на колокольчик и смотрите ролики от начала до конца. Окей, поехали. Мы вчера с вами остановились на C++ и обобщенное программирование. Я думаю, мы сегодня первую часть с вами добьем, дочитаем, попробуем понять все это дело. Вот. И, соответственно, будем переходить уже ко второй главе и чего там у нас... Что нас там ждет? Что нас там ждет за поворотом, да? Так, все, звук работает, все, я тут опять понастраивал всякое вот это вот. Поехали. C++ и обобщенное программирование. Еще одной парадигмой программирования, реализованной в языке C++, является обобщенное программирование, как и ООП, объектно-ориентированное программирование. Да, мы с вами знаем, что ООП – это объектно-ориентированное программирование. Обобщенное программирование направлено на упрощение повторного использования кода и на абстрагирование общих концепций. Однако в ООП акцент программирования ставится на данные. И в обобщенном программировании на независимость от конкретного типа данных. В обобщенном программировании акцент ставится на независимость от конкретного типа данных. Окей. И его цель тоже другая. ООП – это инструмент для управления большими проектами, тогда как обобщенное программирование предлагает инструменты для решения простых задач, подобных сортировке данных или слияния списков. Термин «обобщенный» относится к коду, тип которого является независимым. Вот здесь хочу маленькую ремарочку сделать. Как мы на прошлом занятии с вами уже увидели, в этой книге есть вот такой вот выделенный текст курсивом, и это автор сказал, что это будут понятия. Поэтому я решил, что мы создадим вордовский документ, в котором мы будем записывать все понятия, которые мы прошли, и по ссылочке в описании вы сможете найти, соответственно, этот вордовский документ, и вот сколько мы там прошли, там будут понятия, они будут все расписаны. Вот, поэтому тоже небольшое лирическое отступление, и вот, чтобы вы понимали, да, что в описании есть ссылочка на этот документ, можно зайти посмотреть вот эти все наши понятия. Окей. Так, ну вот, я решил тут сразу это все дело сделать, чтобы не затягивать, чтобы потом много не делать. В общем, смотрите, как это будет, если у нас в книге появляется понятие, здесь, то есть термин обобщенный у нас появился, да, я его загоняю в нейросеть, она нам дает определение, но здесь она еще иногда дает примеры кода, это не очень хорошо, потому что в Word так оно все, но здесь есть всегда ссылка, и по ссылке вы сможете... перейти, да, и посмотреть там, ну, она зачастую дает хорошие ссылки. То есть за ссылки я как бы там не отвечаю, но я прочекал, которые она выдавала, и как бы все. То есть вот сколько терминов уже было до этого занятия. Есть тут термины, да, и всегда есть какие-то ссылочки, всегда можно будет перейти и дочитать. Поэтому вот в таком вот ключе. И, скорее всего, да, я буду ставить на паузу, когда мы доходим до какого-то термина, его прочитаем, потом я поставлю на паузу видео, ну, вы-то этого как бы не заметите, да, но просто чтобы я не тратили время, мы дополнительно сейчас вот один раз потратим на объяснение, а потом, чтобы не тратить время на то, что пока я сюда зашел, пока она там написала, пока там она ответила, пока там это я все сюда загнал, просто будет понятие. Вот, например, сейчас у нас термин обобщенный, и вот дается понятие, да, что обобщенный в языке C++ это прилагательное, спасибо, которое означает, что некоторый элемент программы, такой как функция, класс или переменная, может работать с разными типами данных, независимо от их конкретных значений. Обобщенный элемент программы определяется с помощью шаблона template, который является параметризованным, ну поняли, да? Описанием элемента. Шаблон может принимать один или несколько параметров типа type parameters, которые указывают в угловых скобках после имени элемента. Но здесь уже там это фу, можно зайти и прочитать дальше. Нам главное понимать как бы начало, да, вот, ну, в смысле само понятие. Понятно, что она там может выдавать какое-то понятие так себе. Я, кстати, попробовал еще это все сделать пока что в алфавитном порядке. Даже картинку он скачал себе русского алфавита, потому что неудобно. Ну, откуда там
К или О или по, что после. Ну, в общем, смех смехом, но вот в таком ключе будем делать. Мне кажется, это прям пушка, бомба, ракета, петарда. И будет у нас документик, в котором мы всегда будем видеть какие-то понятия с рабочими ссылочками через Ctrl прочитать прям вообще пушка. Вот, окей, ладно, поехали дальше. Термин обобщенный относится к коду, тип которого является независимым. Данные в C++ могут быть представлены разными способами. В виде целых чисел, чисел с дробной частью, в виде символов, строк символов и в форме определяемых пользователям сложных структур нескольких типов. Например, если вам необходимо сортировать данные различных типов, то в общем случае для каждого типа потребовалось бы создавать отдельную функцию сортировки. При обобщенном программировании, вот мы понимаем, да, сейчас с вами вы должны понимать, что если у нас обобщенное программирование в смысле вот наших функций, мы-то с вами знаем, мы одну книгу уже прошли и видели шаблонные функции. Когда мы делаем шаблонную функцию, одну функцию сделали там шаблонный тип данных и можем через нее и складывать инты, и флоуты, и все вот это вот. Очень удобненько. Вот, поэтому как бы так. При обобщенном программировании язык расширен, поэтому вы можете один раз написать функцию для обобщенного, то есть неуказанного типа, и применять ее для множества существующих типов. Для этого в языке C++ предусмотрены шаблоны. Красота! Ну вот так, кстати, по-моему, даже прекрасно. Ну, в общем, вообще все прекрасно. Меня тут упрекнули, что я стал мало улыбаться. Сказали, ты слишком много программируешь, мало улыбаешься. Улыбаюсь, ребята, все хорошо. Похудел, говорит, скулы вылезли. Да, 10 килограмм сбросил за 3 месяца. Потому что в зал хожу, а не потому что умираю от программирования. Ладно, поехали дальше. Что у нас дальше? Происхождение языка программирования C++. Как и C, язык C++ был создан в начале 80-х годов прошлого столетия в Bell Laboratories, где работал Бjarne Stroustrup. Когда-нибудь мы и до его книги доберемся. Вот что об этом говорит сам Страуструп. C++ был создан главным образом потому, что мои друзья, да и я сам, не имели никакого желания писать программы на ассемблере. C или каком-нибудь другом языке программирования высокого уровня, существовавшем в то время. Задача заключалась в том, чтобы сделать процесс написания хороших программ простым и более приятным для каждого программиста. Домашняя страница Бjarne Stroustrup. Бjarne Stroustrup, создатель языка программирования C++, является автором нескольких широко известных справочных руководств. Его персональный веб-сайт, размещенный, должен быть в числе ваших основных закладок. research.att.com, да? На этом сайте вы можете найти интересные исторические предпосылки возникновения C++, биографические материалы Бjarne Страуструпа и часто задаваемые вопросы по C++. Удивительно, но чаще всего Страус спрашивают о том, как правильно произносится его имя и фамилия. Поэтому раздел часто задаваемых вопросов на указанном веб-сайте и загрузите .wav, чтобы услышать это самому. То есть там есть на сайте его... Правильно, ну, что, пойдемте посмотрим, что нам стоит дом построить. Research.att.com. Правильно написал. Что не пустит, сейчас скажет, та-та-та. Research. Что, наверное, не пустит, да? Эх. Ну, ладно. Не хочу включать VPN, лень. Посмотрите сами. Ладно, поехали. Страуструп стремился больше к тому, чтобы сделать язык C++ полезным, а не внедрить какой-нибудь новый принцип или стиль программирования. Средства языка C++ в первую очередь должны удовлетворять потребности программиста и не быть воплощением красивой теории. За основу C++ Страуструп взял язык C, известный своей лаконичностью, пригодностью для системного программирования, широкой доступностью и тесным взаимодействием с операционной системой Unix. Принцип ООП был взаимствован в языке моделирования Simula 67. Страуструпу удалось реализовать в языке C принципы ООП и поддержку обобщенного программирования без существенного изменения языка. Поэтому язык программирования C++ в первом приближении можно рассматривать как расширенный набор C. Об этом мы уже тоже с вами говорили. В пользу этого свидетельствует тот факт, что любая допустимая программа на языке C – это также допустимая программа на C++. То есть любую программу, написанную на C, можно запустить у нас вот на C++. Это тоже прекрасно. Правда, существуют некоторые незначительные отличия, но не более того. Программы, написанные на C++, могут пользоваться существующими библиотеками программного обеспечения для C. Программы, написанные на C++, могут пользоваться существующими библиотеками программного обеспечения для C. Библиотека представляет собой коллекцию программных модулей, которые могут быть вызваны из программы.
В этих библиотеках предлагаются надежные и проверенные решения ко многим наиболее часто встречающимся задачам программирования, позволяя тем самым экономить ваши усилия и время. Распространение языка C++ стало возможным во многом благодаря библиотекам. Так, сейчас мы запишем нашу библиотеку как понятие. Ну вот, как я и говорил, вы даже не заметите. В общем, библиотека в языке C++ — это набор классов, функций, переменных, констант и других элементов программы, которые предоставляют готовые решения для часто встречающихся задач, таких как ввод-вывод, обработка строк, математические вычисления и так далее. Библиотека может быть статической или динамической. Статические библиотеки включают в исполняемый файл программы на этапе компоновки. Динамическая библиотека загружается в память при запуске программы или по требованию. Библиотека может быть стандартной, пользователь или пользовательской. Стандартная библиотека — это библиотека, которая определена в стандартном языке C++ и поддерживается всеми компиляторами. Пользовательская библиотека — это библиотека, которая создана разработчиками для конкретных целей и может быть использована другими программистами. Для использования библиотеки в программе необходимо подключить соответствующий заголовочный файл с помощью директивы include. И здесь вот опять есть ссылка, я, кстати, не проверял, давайте посмотрим, что она нашла. Ну здесь просто будет ссылка на вот по теме, да. Ну, в общем, как-то вот так. Я считаю, это прям очень прикольненько. Здесь, кстати, несколько получается ссылок. Вот есть еще другая, да, справочник, и вот он сразу нам ссылку дал на то, справочник по стандартной библиотеке C++. Думаю, балдежно. Если оценили вот эту вот штуку, ставьте лайк и пишите в комментариях, что это прикольно. Блин, достаточно забавно, да, не думал, что это будет забавно. Окей, ладно, поехали дальше. О, видите, вот она, я тут даю понятие, она мне понятие дает, я его записываю, и все, пока. Лады, с библиотекой разобрались. Название языка C++ происходит от операции инкремента в языке C, который увеличивает на единицу значение перемены. Таким образом, имя C++ в точности отражает расширенную версию языка C. Компьютерная программа переводит практическую задачу в последовательность действий, который должен выполнить компьютер. Благодаря принципам ООП язык C++ может устанавливать связь с концепциями, составляющими задачу, а благодаря возможностям языка C он может работать с оборудованием. Рисунок 1.2. Дайте нам рисунок. Вот, есть рисунок. Наследование ООП обеспечивает высокий уровень абстракции. Наследование языка C обеспечивает низкоуровневый доступ к оборудованию. Ага. Двойственность языка C++. Так, пока непонятно. Поехали, что тут у нас? Где мы остановились? Вот он, рисунок 1.2. Такое сочетание возможностей способствовало росту популярности языка C++. Так, давайте назад откатимся. Компьютерная программа переводит практическую задачу в последовательность действий, которую должен выполнить компьютер. Благодаря принципам ООП язык C++ может устанавливать связь с концепциями, составляющими задачу. А благодаря возможностям языка C он может работать с оборудованием. Ну то есть нам намекают на то, что язык на C++ настолько хорош, что вот он как бы и высокоуровневый, и низкоуровневый, и по кайфу, да? Понял. Хорошо. Такое сочетание возможностей способствовало росту популярности языка C++. Процесс переключения с одного аспекта программы на другой можно представить себе как процесс переключения передач в автомобиле. А если у меня прав нет, а если я никогда не водил? Ну да ладно, я знаю, что такое коробка передач. В действительности некоторые приверженцы чистоты ООП считают, что реализация принципов ООП в языке C сродни попытке научить летать поросенка. Смотрел в детстве какой-то фильм, там были дети, и там были коровы-вампиры, там что-то про вампиров было, там летающие коровы, вполне себе нормальная тема. Кроме того, поскольку C++ внедряет принципы ООП в язык C, их можно просто проигнорировать, однако в этом случае вы утратите массу возможностей. После того, как C++ действительно стал популярным языком программирования, Страуструп ввел шаблоны, открыв возможности для обобщенного программирования. И только после этого стало ясно, насколько удачным было использование шаблонов. Их значение оказалось даже большим, чем реализация ООП, хотя кто-то, может быть, и не согласится с этим. Факт объединения в языке C++ ООП, обобщенного программирования и более традиционного процедурного подхода свидетельствует о том, что C++ утилитарный подход, господствует над идеологическим. Какие слова сложные. И это одна из причин популярности данного языка. Окей. Далее у нас с вами идет переносимость и стандарты. Представьте, что у себя на работе вы написали удобную программу на языке C++ для старенького ПК Pentium, функционирующего под управлением OS Windows 2000. Но руководство решило заменить эту машину новым компьютером, на котором установлена другая операционная система, скажем, macOS или Linux, и другой процессор. Такой как Spark. Сможете ли вы запустить свою программу на новой платформе? Естественно, вам придется повторно скомпилировать программу, используя компилятор C++ для новой платформы. А нужно ли что-нибудь изменять
в уже написанном коде. Если программу можно перекомпилировать, ничего в ней не меняя, и без помех запустить, то такая программа называется переносимой. Да, была у нас уже шутка про переносимость и непереносимость. Новое определение. Сейчас запишем и продолжим. Так, ну и собственно, да, переносимость для языка C++ это способность программы, написанные на этом языке, работать на разных платформах, таких как операционная система, процессоры, компиляторы и так далее, без необходимости изменения исходного кода или с минимальными изменениями. Переносимость зависит от соблюдения стандарта языка C++, использования стандартной библиотеки C++, избегания зависимости от специфической особенности платформы, а также от совместимости компиляторов и библиотек между собой. Переносимость позволяет увеличивать доступность, надежность и эффективность программы, а также снизить затраты на разработку и поддержку. Вот такое вот у нас с вами определение. Слушай, мне прям нравится, прям по приколу. Чтобы сделать программу переносимой, нужно справиться с двумя проблемами. Первое – это оборудование. Программа, настроенная на работу с конкретным аппаратным обеспечением, вряд ли будет переносимой. Если программа напрямую управляется платформой видеоадаптера IBM PC, то на платформе Sun, например, она выдаст сплошную тарабарщину. Проблему переносимости можно свести к минимуму, если локализовать части программы, зависящие от оборудования в модулях функций. Затем эти модули можно будет просто переписать. Как это все легко и понятно? Нет, ничего не понятно, но очень интересно. В этой книге мы не будем рассматривать такой способ программирования. Второй проблемой является несоответствие языков программирования. Вы наверняка согласитесь с утверждением, что в реальном мире тоже существует проблема с разговорными языками. Жители Бруклина, например, могут не понимать сводку новостей на диалекте Йоркшира. И это при том, что все они разговаривают на английском языке. Такая же ситуация и в мире компьютеров. Среди языков программирования можно различить характерные диалекты, хотя большинство разработчиков хотели бы добиться совместимости их собственных версий C++ с другими версиями, сделать это очень трудно без опубликованного стандарта, описывающего точную работу языка. В Национальном институте стандартизации США American National Standards Institute, ANSI, в 1990 году был сформирован комитет ANSI-X3J16, задача которого заключалась в разработке стандарта для языка программирования C++. Стандарт для языка C уже был создан, ANSI назывался он. Вскоре к этому процессу подключились и международная организация по стандартизации International Organization for Standardization, ISO, и у которой на тот момент был сформирован собственный комитет ICOWJ21. Ух ты! В результате усилий комитетов ANSI и ICO были объединены, после чего работа по созданию стандарта для языка C++ велась совместно. Отлично. Несколько лет напряженной работы, наконец, вылились в международный стандарт ICO AES, ну и вот эти цифры, сами их читайте, который в 1998 году был принят ISO, Международный электротехнический комитет, International Electrotechnical Commission и ANSI. Боже, как тяжело. Этот стандарт, часто называемый C++98, не только уточнял описание существующих средств языка C++, но также и расширений языка, исключений идентификации типов во время выполнения Runtime Type Identification, RTTI, шаблонов и стандартной библиотеки шаблонов Standard Template Library STL. В 2003 году было опубликовано второе издание стандарта C++ 2003, соответственно 0.3. Новое издание представляло собой формально пересмотренную версию. В ней были исправлены ошибки первого издания, ликвидированные опечатки, устранение неточностей и тому подобное. При этом средства языка программирования не менялись. Это издание стандарта часто называют C++ 0.3, поскольку в C++ 0.3 средства самого языка остались не поменялись. Ну, понял. В общем, не поменялись. Мы будем понимать код на C++ 98 как, собственно, код на 0.3. Окей, здесь понятно. Язык C++ продолжает развиваться, и в августе 2011 года комитет ISO одобрил новый стандарт под названием C++ 11, на который неформально ссылаются так как C++ 11. Подобно C++ 98, стандарт C++ 11 добавляет к языку множество средств. Кроме того, его целями является удаление противоречий, а также упрощение изучения и применения C++. Этот стандарт был назван
C++ 0x. При этом изначально ожидалось, что x будет 7 или 8, однако работа над стандартами, это процесс медленный, обстоятельный и утомительный. К счастью, вскоре стало понятно, что 0x может рассматриваться как 16-ричное целое число, смотрите приложение А это означало, что у комитета есть время до 2015 года на завершение работы. Таким образом, согласно этому измерению, они закончили с определением графика. Ну, в общем, раньше, да, планировалось C++ 11 выпустить в 2015 году, а они в 2011 выпустили. Хорошо. В стандарт ISO для языка C++ дополнительно приводится стандарт NC для языка C, поскольку считается, что C++ является расширенным набором C. Это означает, что любая допустимая программа на C в идеале также должна быть допустимой программой на C++. Между ANSI C и соответствующими правилами для C++ имеется некоторые различия, однако все они несущественны. Так, например, ANSI C включает некоторые возможности, впервые представленные в C++, прототипирование функций и спецификатор типа const. Но об этом мы еще поговорим, да? До выхода ANSI C сообщество программистов на C следовало стандарту de-facto, основанному на книге «Язык программирования C. Издательский дом», бла-бла-бла, написанный Брайдом Кирнигадом, Кирниганом и Деннисом Ричи. Этот стандарт часто назывался как Кай и Рич, соответственно, C. После появления ANSI C более простой стандарт Кай и Ричи теперь иногда называются классическим C. Стандарт ANSI C не только определял язык C, но и стандартную библиотеку C, которая должна поддерживать реализации ANSI C. Эта библиотека используется также в C++. В книге мы называем ее стандартной библиотекой. Ну, про библиотеки мы уже поговорили, да? Стандартной библиотекой C или просто стандартной библиотекой. Кроме того, стандарт ISO C++ представляет стандартную библиотеку классов C. Кстати, пойду-ка посмотрю стандартная библиотека C, что там по понятию. Итак, там у нас были просто библиотеки, а здесь все-таки стандартная библиотека. Новое понятие, да? Понятий не может быть много. Окей, стандартная библиотека в C++ это коллекция классов, функций, написанных на базовом языке C++, которые представляют готовые решения для часто встречающихся задач, таких как ввод-вывод, обработка строк, математические вычисления и так далее. Стандартная библиотека в C++ также включает в себя спецификаторы стандарта ASIO C90, стандартной библиотеки языка C. Стандартная библиотека в C++ поддерживает несколько основных контейнеров функций для работы с этими контейнерами, объектов функций, основных типов строк и потоков, поддержку некоторых языков особенностей и другие функциональные возможности. Стандартная библиотека C++ также называется STL, ну мы помним, да, Standard Template Library, или стандартной библиотекой шаблонов, хотя STL является лишь подмножеством стандартной библиотеки в C++, содержащим контейнеры, алгоритмы, итераторы и так далее. Функциональные особенности стандартной библиотеки в C++ объявляются внутри пространства имен std. Вот такое вот у нас определение от нашей замечательной нейросети. Окей, поехали. Так, что у нас там? 23 минуты. Окей, сейчас доходим до следующего, ну как главки, не главы, а вот там вот это вот. И тормозим, потому что 20 минут хорошо, дальше плохо. Окей, стандарт C был пересмотрен и в результате получен стандарт C99. Ага, кстати, вот нам там сейчас говорили про стандарт на 90, сказал. А тут вот стандарт C был пересмотрен, который был принят ISO в 99 году и ANSI в 2000. Этот стандарт добавил к языку C ряд средств, таких как новый целочисленный тип, который поддерживался некоторыми компиляторами C++. Прикольно, да, получается, что из-за C++ еще и получил развитие немножко C, да, то есть его еще допилили, что-то подделали. Прикольно, классно, замечательно. Ну и вот развитие языка и, собственно... Так, ну развитие языка совсем немножко, да? А дальше у нас еще есть... Хорошо, первая глава еще не заканчивается, замечательно, значит на следующем занятии вот это мы с вами прочитаем. Давайте, раз у нас здесь больше про историю, мы сейчас вот это вот еще развитие языка читанем и, как говорится, заканчиваем. Развитие языка. Первоначально стандарт de-facto для C++ был 65-страничным справочным руководством, включенным в 328 страниц... Ну, вы поняли. В 328-страничную книгу Страуструпов The C++. В общем, C++ Programming Language. Вот. Следующим важным опубликованным стандартом де-факто была книга Эллиса и Страуструпа
название, не хочу читать, все, хватит с меня английского. Ее объем составлял 453 страницы, в дополнение к справочному материалу она включает существенные комментарии. Стандарт C++ 98 с добавлением множества стрелец занимает около 800 страниц, 800 при минимальном числе комментариев. Кстати, по поводу 800 и 800, я тут смотрел филологов, и они говорят, что лет через 150 русский язык, ну, если останется, то вот это 800, 800, уйдет из языка, потому что не нужно сложно и а-та-та. Но это так, лирическое вступление. Собственно, описание стандарта C++ 11 потребовало свыше 1350 страниц, что существенно превышает объем старого стандарта. Вот такое вот замечательное занятие у нас сегодня с вами получилось. Прикольно. Историческая справочка. Почитали про многое, дополнили нашу библиотеку. О, видели? Вот у меня там... У меня реально алфавит. Вы думаете, я вам пошутил, что ли? Я вам покажу. Нет, вот. Скачал картинку алфавита. Ну, просто чтобы наш файл... Ну, вот откуда ты знаешь, да, там О или С дальше? Я как-то никогда особо в алфавит не шарил. В общем, прекрасная штука. По ссылочке в описании найдете, и будет каждый раз она дополняться и допиливаться в зависимости от наших с вами занятий. Буду дополнять сюда вот эти вот наши понятия соответственно. Вот, что нужно еще сказать напоследок, что, как обычно, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, потому что мы здесь с вами изучаем C++, получаем от него несомненное удовольствие и знания, и стараемся его понять. Вот, занимаемся в этом плейлисте конкретно по книге по книге Стивена Пратта. Другие плейлисты найдете в описании. В описании также найдете полезные вообще ссылочки и всякое вот это вот, поэтому не забываем подписываться на канал, потому что напоминаю, что у нас с вами время просмотра подписчиками за последние 28 дней почти 65% рекорд, но мы с вами идем на 70%, челлендж 70%, поэтому увидели новый ролик, посмотрели от начала до конца, лайки поставили, комментарии написали, кайфуем, получаем удовольствие от плюсов. Меня зовут Илья, увидимся с вами в следующих роликах и до скорых встреч. Всем пока.